Всем привет! Если у вас тоже есть такие клиентки с длинными волосами, которые хотят оставить длину, но при этом придать им форму, тогда советую присмотреться к этому варианту стрижки. Создание такой формы на длинных волосах позволит оставить плотную линию окантовки и придать волосам пышность. Появятся слои и небольшая лесенка у лица. Во фронтально-теменной зоне выделяется треугольная секция. Вершина треугольника заканчивается чуть ниже макушки. Вся фронтально-теменная зона будет простригаться вертикальными проборами. Височные зоны простригаются в диагональных проборах. Угол диагонали будет зависеть от желаемого результата лесенки. Итак, здесь я выделила секцию треугольную. С ней я буду работать после того, как простригу височные зоны. Покажу, как это будет выглядеть на схеме. Итак, здесь я выделила фронтально-теменную зону треугольной секции и заколола ее. Эти линии – это диагональные проборы, которые я буду оттягивать параллельно полу и срезать под углом 90 градусов. Оттягивать я буду, естественно, на лицо. Не все пряди будут дотягиваться. С затылочной зоны обычно пряди не дотягиваются. Вот там я выделила на схеме это красным цветом. Височные зоны, конечно, можно было бы простричь в вертикальных проборах, но тогда линия по окантовке у меня не была бы плотной. А так у меня получится небольшая лесенка и плотная окантовка. Итак, здесь я простригла первую контрольную прядь, угол среза 90 градусов. Параллельно предыдущему пробору я выделила следующую прядь и простригла ее по уровню контрольной. Здесь важно удерживать натяжение пряди. Хорошее натяжение получается только до второго фаланга пальцев. Поэтому волосы срезать рекомендую только для этого уровня, до второго фаланга пальцев. И лучше лишний раз прочесать и захватить следующую прядь, которая потеряла натяжение. Таким образом срез получится максимально нужным. Таким образом, прядь за прядью я простригаю все волосы, которые дотягиваются до нужного среза. Волосы на затылке уже не дотягиваются. Какая-то часть волос попадет в треугольную секцию, и там получатся слои. Они получатся едва заметными, но поверьте, длинноволосые клиентки их заметят. В этой стрижке максимально сохранится длина, появится текстура, которую можно будет подчеркнуть, например, локонами. Но и в прямом варианте волосы будут смотреться тоже красиво. То есть не единой тяжелой массой волосы будут свисать, а при движении будет видна вот эта легкость, слоистость. В общем, если к вам приходит клиентка с длинными волосами и говорит: подстригите мне волосы, но только совсем чуть-чуть, но чтобы было заметно, длину сильно не трогайте, но что-нибудь сделайте. И не делайте мне тонкие концы. И лесенку мне не делайте, и челку мне не надо, но что-нибудь сделайте. И вот тогда я делаю так. А вообще вот этот вариант подходит обладательницам тонких или средней густоты волос. Если волосы сильно густые, прямые, тогда в височной секции можно простричь вертикальными проборами. Плотность по окантовке немножко уйдет, но она уйдет гармонично, пропорционально. Итак, здесь я стригу уже второй височный блок аналогичным образом. Также выделила контрольную прядь, и чтобы не ошибиться с длиной, я ее сравняла с прядью волос предыдущего простриженного височного блока. То есть сравнила баланс, отрезала эту прядку на таком же уровне и начала стричь. Важно следить за натяжением пряди. Прядь должна быть натянута параллельно полу. Тут я сравниваю баланс, у меня все ровно, и начинаю стричь фронтально-теменную зону. Височные затылочные блоки закалываю зажимами. Теперь посмотрим, как это будет смотреться на схеме. Итак, здесь я выделяю фронтально-теменную зону треугольной секции. Красные линии – это контрольная прядь, которую я буду простригать в первую очередь. Черные линии – это следующие проборы, которые я буду подтягивать к контрольной пряди. Первую главную прядь, контрольную, я оттягиваю параллельно полу и срезаю ее под углом 90 градусов. Далее параллельно контрольной я выделяю следующую прядь. Она может быть справа или слева, как вам удобно. И простригаю ее также на уровне контрольной, с оттяжкой к контрольной же. Если все пряди во фронтально-теменной зоне подтягивать главной в центре, тогда формируемая лесенка у лица получится максимально гармоничной, а линия среза более плотной.
В свободном падении такая стрижка будет смотреться красиво и естественно. По моему опыту, длинноволосые клиентки часто бывают довольны вот таким вариантом стрижки, но потом приходят и говорят: давайте добавим еще слои и покороче это все сделаем, чтобы было заметно движение, чтобы я так взмахнула головой и ах, все ахнули. Но при этом давайте длину сохраним. Перед тем, как срезать волосы у лица, формировать лесенку, всегда уточняйте желаемую длину клиентки. То есть она должна вам показать желаемую длину в сухом виде. И важно попросить клиентку показать общую длину волос, которую она хочет, а также указать длину волос у лица, если она хочет лесенку. Основную длину волос лучше обозначать на прядке за ухом, над ухом. Ну, за ухом тоже можно. Таким образом, результат получится максимально предвиденным. Определяться с длиной нужно перед стрижкой, когда волосы еще сухие. Итак, здесь я уже простригла фронтально-теменную зону и теперь работаю над окантовкой. Удаляю все выпавшие волоски, они по-любому выпадут, их нужно будет подровнять. Чтобы окантовка волос во фронтально-теменной зоне получилась максимально ровной, лучше прочесывать пряди расческой с мелкими зубчиками. А также во время прочесывания фиксировать пальцы по окантовке немножечко на себя. Таким образом вылезут еще волосочки, которые нужно будет срезать. Также можно всю фронтально-теменную зону вычесать на лицо и срезать все лишнее. Бывает так, что густота волос неравномерная. Например, если фронтально-теменная зона густая, то когда мы распустим все волосы, то увидим плотный срез со свисающих верхних волос. В таком случае их нужно доработать. Такое может случиться даже на тонких волосах. Дорабатывать можно разными методами, но рекомендую с помощью прямых ножниц, а не филировочных. И вот такой результат у меня получился. Друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!